Я рад вас приветствовать на нашем канале. Сегодня мы поговорим за страхи. Страхи, нужны ли они вам или нет. Страх – это важный вектор, это важный указатель в вашем развитии в течение жизни. Часто страх вас оберегает, предупреждает, ограждает от глупых поступков. И это разумно, это правильно. Когда человек становится осознанным и просветленным, страх у человека исчезает за ненадобностью. Он существует, но у осознанного человека протекают уже другие процессы в сознании. У него нет страха перед смертью. Он готов уйти в любой момент. Как будет на то воля Создателя. Понимаете? Он не держится за жизнь руками. Он никого не осуждает. Он никого не порочит. И не потому, что он боится кого-либо, потому что он уважает все проявление Создателя в этом физическом мире. Наш мир оживляет Создатель. Меня в этом моменте оживляет Бог. И вас тоже. Если вы будете внимательно смотреть на себя, вы поймете, что вы себя не оживляете и ничего вокруг. Все это делает Бог. Когда страх исчезает, тогда мир преображается в другую картинку. Вы смотрите на мир не из страха, а из понимания. Если какие-то ситуации, вы в них не идете, не осуждаете, вы просто от них отходите. И не испытываете ни судьбу, ни жизнь. Из страха нет переизменения. Просветленный человек может и быть нищим сразу же в моменте, и богатым. Для него не играет роли, он понимает, что эту роль отвел ему Создатель. И он примет любое испытание познания себя, понимаете? Осознанный человек и просветленный, уже глубоко осознанный, он знает, что все, что происходит в его жизни, это наилучший способ познать самого себя в этом физическом мире. Создатель предоставляет этому человеку, этой сущности, этой частичке проявление Бога в этом физическом мире. Каждый из вас частичка, искорка этого прекрасного мира. И Создатель дает каждому возможность это понять. Только для этого надо дойти до этого уровня восприятия реальности, для осознанности и просветления. Часто люди не понимают, почему мастер говорит не делать то, не делать то. Не потому, что он не хочет, чтобы вы это не делали. Он вам говорит это не делать, потому что это вам мешает к вашему пробуждению и познание глубины и бездны Создателя. Не потому, что это вам он не хочет этого, чтобы у вас это было или не было, то качество, там, не есть ту пищу, не делать те поступки. Он ведет вас плавно к этому просветленному состоянию. Ему от вас, я вас уверяю, ничего не надо. Ничего. Но только ограничение сознания неосознанного человека налаживает свои отпечатки. Там, он собирает деньги, он то-то делает. Каждый человек, если желает, он может помочь мастеру, потому что мастер находится в физическом мире. Он и так служит вам в вашем пробуждении. Это самая великая должность на этой планете Земля. Великая в чем? Великая в том, что эта душа, понимающая все, и каждый день она слушает одно и то же от всех. И с пониманием, как учитель в школе, знаете, учит постоянно одному и то же. И действует в соответствии с окружающим миром. Миром изменяются, советы могут изменяться, понимаете? Потому что все подвержено изменению, и это естественно. То, что было актуально раньше, сейчас может быть неестественно, потому что мир изменяется, понимаете? Возможности Творец дает больше инструментов для игры этого сознания в этой реальности. Соответственно, изменяются инструменты, изменяются навыки. Но каждый все равно присущ в этом физическом мире. И каждый мастер тоже хочет кушать. Это естественно. Так что не думайте за деньги сильно усердно. Если у вас какой-то мастер осознанный, которого вы чувствуете душой,
Душой, понимаете? Это важный самый аспект. Если вы душой не чувствуете, не идите никому. И не слушайте никого, понимаете? Если вы душой слышите и слушаете, тогда вы можете помогать тому или иному мастеру. Потому что он же должен быть живым. Вы же захотите его увидеть через год. И каждый захочет его увидеть по телевизору. И каждый захочет увидеть его на хорошем экране. И чтобы эти все вещи были в комплекте, ему нужны деньги. Потому люди и приносят оплату за сатсанги, за ретриты. Это процесс естественный. Как вы работаете, получаете деньги, так и мастер посвящает свое время вам. К чему я это говорю? Что это естественный процесс. Но часто люди путали, даже в древности духовность, в храм когда приносили, им же надо было жить. Но люди злятся, что храмы богатеют, всякие конфессии. Не надо злиться. Если вы несете, не злитесь, занимайтесь своей работой. Если вы считаете, что вы лучше, умнее, ну будьте умнее. Но это вы всего лишь считаете на данный период времени. Все подвержено изменению. Ваше сознание постоянно будет меняться. Только каждого из вас жизнь труханет, поверьте, каждый из вас сразу взмолится, сразу побегит к батюшке, сразу подбегит к Богу на колени, сразу побегит к мастерам осознанным. Да, осознанные мастера сейчас не подвластны структуре или системе храмов, знаете, там православие, мусульманству. Сейчас просветленные люди действуют как отдельности, понимаете? Как личности, можно сказать. Каждый создает свою определенную нишу. Но это только обогащает. Сейчас легко увидеть, это секта или настоящий мастер. Понимаете? Становится очень понятно. Если ваша душа откликается, вам помогает, вы следуете советам мастера того или иного, ответ есть сразу. Это ваш путь, понимаете? Вот как я ощущаю, я четко понимаю, что так не ощущает никто в этом мире. Чувствовать могут, но как я ощущаю, нет. И каждый из вас оригинальный в своей сущности. Это важно понимать. Это важно знать. Когда вы приходите к мастеру, вы приходите к его сознанию, к его внутреннему миру, которым он делится с вами. Понимаете? Это и есть работа. Вы же хотите стать счастливыми, будучи на работе. Вам и даются советы через мастеров, учителей, просветленных, как действовать. Выполняйте законы, у вас все хорошо, вы становитесь счастливым. Не выполняете законы, ну, вы получаете то, что хотите. Там же вы помните, не суди, ничего. Бог создает все, понимаете? Бог. И только Бог. Нету ничего другого. Бог является создателем этого мира. Всех конфессий, всех религий. У вас нет принятия, вы не принимаете Бога. Это точка. Нету других слов дальше. Это точка. Вы или принимаете мир, или не принимаете. Ни одна ситуация в вашей жизни не дана вам просто так. Каждая ситуация дана для чего-то вам. Каждая. Абсолютно каждая. В моей жизни так же самое. Каждая ситуация, каждый человек, с кем я общаюсь, дан мне для чего-то. Я это очень сильно осознаю, когда разговариваю с каждым из вас. Когда я пишу. Я понимаю, что каждый из вас меня обогащает. Потом это богатство я могу передать каждому человеку, кто еще не богат, и показать, что это есть. Тут не должны быть шаблоны, там, я знаю, не понимаю. Вы если чувствуете, понимаете, вы чувствуете, доверяйте своим чувствам. Если вы не будете доверять своим чувствам, то вам навяжут чужие. Желаю, чтобы вы все мудрили и шли к мудрости, просветлению и были счастливы. Мир вашему дому и вашему сознанию. С уважением, Михаил.